Привет. Я уселся специально в конец парома, чтобы на меня никто не смотрел искоса и с подозрением, потому что людей, которые ходят без маски, у нас воспринимают с негативом. Я не люблю городской транспорт, но сегодня я получаю удовольствие от городского транспорта, потому что меня ждет она. Я влюбился в нее. И весь сегодняшний выпуск я буду говорить только о ней. Вот она. У меня бесконтактный замок, потому что на самом деле замок здесь не работает, и машину я не закрываю. История моей любви началась вчера. Для тех, кто сидит в группе в Телеграме и кто смотрел прошлое видео, у меня сломалась Toyota Sierra. Стуканул двигатель, и, в общем, все стало плохо, ужасно. Я отдал ее Олегу, Олег ее починил за неделю. Я приехал к Олегу, забрал ее. И вот утром еду я на работу и понимаю, что я не хочу просто ездить за рулем этой Toyota Sierra. Никогда больше в своей жизни. Меня напрягло, что я касаюсь головой крыши. Меня напрягло то, что она не едет из-за того, что двигатель только что новый поставили, и его нельзя крутить. В общем, подъездка там ужасно разбитая. И я принимаю решение просто приехать к Олегу, отдать ему эту Toyota Sierra, пусть что хочет, то с ней и делает. Естественно, мы ее продадим, но когда, непонятно, пока пусть сам ездит. И забрать Интегру. На Интегре не было документов, и Интегра до сих пор не получила лицензию, так как у нас закрыты государственные органы из-за коронавируса. Олег очень крутой чувак. И вот почему. Вчера он отдал мне машину с двигателем, который, мягко говоря, не ехал. Он захлебывался. Я проездил полдня, и даже с захлебывающимся двигателем я кайфовал от машины, потому что Интегра — это что-то нереальное. Она очень классно рулится. Ты просто чувствуешь каждое ее движение. Каждое движение рулем, она прям, не думая, повторяет его. И есть ощущение, которое не передается словами, это ощущение единения с автомобилем. Я проездил полдня, машина глохла и не ехала совсем. Вечер закончился тем, что я на пути домой, на гору к себе, не смог заехать. То есть я начал подниматься на гору, машина потеряла мощность, я задом заехал на бордюр, потом дождался, пока приедет жена, перекроет одну полосу, развернулся, приехал к Олегу и отдал Олегу машину на 2 часа. За эти 2 часа я передумал много чего, обвинил Олега во всех смертных грехах, потому что, как, я забрал у него машину, которая стояла у него несколько месяцев, и он ее не сделал. Но, когда я приехал, забрал у Олега машину и проехался на ней, я понял, что Олег очень крутой механик и отличный человек. Сейчас двигатель на ней крутится до 5800 оборотов. Дальше, где, по идее, должен подхватывать втек, происходит такой провал. Я думаю, что Олег поступил со мной как с таким прям чайником и новичком. Сначала он дал мне машину, которая вообще не едет. Потом дал машину, которая едет как-то. И скоро меня ждет Интегра, которая едет так, как надо. Поехали к Олегу. В этой машине есть только 2 режима. Либо газ, либо тормоз. То есть сейчас мы едем со скоростью 70 км в час на 5-й передаче, и она с 2000 начинает ехать. И едет она прям 4, 5... 5,5. 5800 она упирается и захлебывается. Это там, где, по идее, должен начинаться настоящий подхват. Ездить на этом автомобиле по городу невозможно. То есть трогаться с перекрестков — это быстренько первая, быстренько вторая, быстренько третья. Иначе она шлифует
ее переставляет на 1-2 ряда влево-вправо. И эта машина создана для гонок и для жогова. При этом автомобиль рулится нереально круто. То есть вот любое отклонение, любой поворот влево-вправо, она слушается и прям она дополняет мысли. За нами сейчас едет полиция, и, похоже, нас будут арестовывать. Ребят, вот только что вам говорил о том, как она классно едет. Смотрю, откуда ни возьмись, меня догнала полицейская Audi. Прям ехала за мной где-то минуты 2. Увидели, поравнялись, увидели, что мы здесь с камерой записываем что-то. Ну и потихонечку уехали. Блин, у нас в Гонконге идут сейчас облавы на тюнингованные машины. Я сейчас еду без лицензии, потому что у нас государственные органы, которые выдают лицензию, закрыты. Блин, мне вот пока везет с ней. Кстати, в отличие от аккордов, которым хотелось ездить только в джинсах, на этой машине, блин, мне кажется, эта машина праздник. На ней хочется ездить в любой одежде. Олег, привет. Олег. Я хочу, чтобы ты сделал из нее вкусную, офигенскую, классную конфету. Давай запишем прям, чего я вижу с ней не то, и ты это все сделаешь. Давай? Хорошо. Значит, смотри, первое. Здесь не работают замки. Ты вчера вечером помыл инжекторы, да? Угу. И машина поехала. Она едет до 5800 оборотов, потом начинает как будто захлебываться. Я не знаю, что происходит. Ты сможешь это отремонтировать, починить? Посмотрю. Как ты думаешь, в чем проблема? Бензин грязный, и когда они в инжекторе едут, там есть маленькие фильтры, и там много говно, там много людей, когда они ездят про машины, там может быть чуть-чуть misfire, или она некрасиво RPM делает. Но много людей, они всегда новые инжекторы покупают, или там фильтры меняют. Но надо чистить инжекторы. Надо contact cleaner, батарейку и 2 set of wires. And then after you clean it a few times, the fuel system goes really nicely. You get a more fuel efficient car. It runs better. Ребята, напишите в комментариях, если вы хотите, чтобы Олег сделал отдельное видео о том, как чистить инжекторы. Да? Что думаешь про подвеску здесь? Мне показалась она идеальная, прям классная. Только чтобы нормально такой ездить. Отлично. Да. По подвеске все хорошо. Но коробкой... не можно гонять на это. It's too soft. Окей, ну слушай, пока тогда подвеску не трогаем, вот мне она очень нравится. Хорошо. А можешь мне руль выровнять, что он прямо стоял? Он сейчас чуть-чуть на этот, что он прямо. Можно. Записывай. И в машине очень сильно пахнет бензином. Да. Что можно с этим сделать? Это когда инжектор, это потому что инжектор, он бензин хочет давать, но он не может пройти. И бензин там очень, just the fuel pressure is moving, but the fuel can't go through. Понятно. Yeah, so it gets. Ладно, пойдем я тебе кое-что внутри покажу. Олег, видишь, вот здесь вот металл какой-то. Что это вообще такое? Чтобы ставить оригинальный ECU внутрь. Слушай, ты можешь поставить вот этот ECU как-то, чтобы пассажир мог сидеть нормально, и если ему страшно, чтобы он мог упираться ногами, и не дай бог, чтобы он не тронул этот. Хорошо. Олег, вот это вот, я понимаю, что дешевая и простая штука, но поменяешь с двух сторон.
надо найти сначала. Найдешь? В Японии я могу найти. Супер. Я хочу все резинки поменять, чтобы они были классные. Это возможно вообще найти все резинки? Конечно, деньги есть, резины есть. Любовь есть, Олег, я ее люблю. Деньги не проблема. Слушай, здесь что-то гремит сзади. Да. И почему я тебе сказал, что тебе стойки нужно поменять? Понятно. Стойки, значит, меняем. Стойки меняем, все, окей. Убедил. Я понимаю, что это мелочь. Вот эти дворники, то есть что делать с этой ржавчиной? Это купить новые дворники? Нет, это просто покрасить и все. Это просто можно покрасить. Покрасишь? А вот эти новые купишь? Да, Мне кажется, они уже старые. старые. С ржавчиной что-нибудь можно сделать с этой? Могу, конечно. Олег, я разбираюсь в машинах, знаешь как? Нет. Никак. Я вообще не понимаю, что там происходит. И Вот это вообще- надо почистить. Да, конечно. Фары. Ну, то есть они выглядят прям... Открой глаза ей. Я хочу ее перекрасить в белый цвет. Ты можешь и потом поклеить PPF. Ага. Потому что если ты покрасишь красивую, если ты мне даешь, чтобы я на ней гонял, у тебя вообще, как у меня, станет. Понятно. Много дырок. То есть, если я на ней буду гонять, то тоже будет много дырок. Нет, Почему? потому что ты медленный. Hello, darkness, my old friend. Сколько стоит покрасить эту машину? Прям очень круто покрасить. Я думаю, 30 тысяч. 30 тысяч. 30 тысяч. Мы одного друга. И он красиво все красит. Как зовут? Хонг Сифу. Хонг Сифу. 3 недели. 3 недели. Да. Понятно. Потому что он все снимает. Ага. Дверь снимает. Сзади дверь, вот эти все снимает. И штуку по штуку красит. Ну, круто Потому красить. что ему не нравится, чтобы он покрасил, потом здесь вот так вот стало. Капелька. Ага, Да. понятно. Вот эту машину он красил. Вот это тоже он красил. Вот это он все красил. Просто она грязная стала уже. Ну, он прям дедушка уже или молодой парень? 43, 45. Кто красит лучше, Алекс или он? Раньше Алекс не мог красить, потому что он давно не красил, да? Ага. Но сейчас, потому что он красил очень много, он чуть-чуть лучше, чем мой друг. Он поменял краски и пистолет. Краски, пистолет, все Что он поменял. использует? Можешь показать? Я не знаю вообще. Он все поменял, он там сделал много фильтров. И новые... Так, подожди, он сейчас пользуется вот этим, да? Я думаю, что да. Или вот этот, я не знаю, Кобра. Кобра? Я не знаю, какой он пользуется. Слушай, ну это прям новенький, мне кажется, не? Да. Он все поменял. И сейчас он... Ребят, кто из вас разбирается? Напишите, что думаете. И потом там он все краски поменял. Так, подожди, что за краски? Я не знаю. Он раньше пользовался Акика или что-то там. Он раньше вот это пользовался. Ага. И это, ну, я думаю, что дорогая, но не хорошая. Нехороший. А сейчас да. какой пользуется? Дешевая, но хорошая. Не знаю почему. Слушай, я делал видео про АЕ86, и парень, который у него прямо она покрашена, нереально красиво. Он сказал, Я знаю, что он где красил. Где? В Гамтине. Он сказал, что ему стоило 80 тысяч покрасить. Да, в Гамтине. А ты его знаешь? Нет. Чуть-чуть знаю, но они не будут ничего мне красить. Почему? Потому что очень дорого. Я не буду с ними красить. Понятно. Да. Олег, это вот тот гольф, с которого начались мои покатушки в Гонконге. Dependent upon marijuana, are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary. Что
Что с ним случилось? Расскажи, что он у тебя делает? Сначала хочу спросить, здесь что случилось? Это сделал наш друг Фарид, когда заезжал ко мне на парковку. У меня там такое гадкое место. Там же мне, кстати, первый водитель Альфарда помял его. Ну и как бы все не очень хорошие водители там вот это вот делают. Что эта машина здесь делает? Что с ней сделали? Вот это стало Golf R. Это был Golf GTI с убитым двигателем, а сейчас это Golf R. Ну, это Golf GTI MK5 with a TD, with a K04 turbo APR. Так, и что эта турбина дала? About 300 horsepower. 300 лошадиных сил. Окей, слушай, ну подвеска поменена, тормоза поменены. Все поменяно. Все поменено. Сиденье поменяно. Все. Сиденье поменено, то есть все, машина как бы вот ее взяли и обновили. Да. Сколько в нее вложили? Дорого, много. 100 тысяч. Ну, почти. 100 тысяч. Да. Но он сам делает. Ага. Да, он сам гараж есть, и он сам ее сделал. То есть парень молодец. Да, молодец. Слушай, я смотрю, там классный ароматизатор. Да, MK7. GTI 7. Понятно. Да, R. 7R. Понятно. Да, очень красивая. Я про вонючку, про air freshener. Слушай, так а сейчас что он хочет сделать? Он сейчас меняет цвет на белый. Он хотел ее продавать за 50 тысяч долларов. Да? И потом он стал цвет менять. Когда он увидел цвет, он больше не хочет ее продавать. Но он еще одну 335 купил, и у него еще одна очень быстрая RS6 старый. Очень быстрый. И он просто хочет цвет поменять, чтобы он красивый был. Слушай, мы с тобой ездили на покатушке вечером, и он там был. Вот так вот уехал, да? Да, он быстро ездит? Очень быстро. Окей. Я на TT ездил, я вообще очень сложно догнать его. Ага. То есть он на горе он не быстрый, а на хайвее он быстрый? Да, очень быстрый на хайвее. Олег, мне вчера написал подписчик один и предложил крутую идею. Мне она очень понравилась. Сделать на горе рейтинг быстрых ребят, быстрых пилотов, быстрых гонщиков. Помнишь, был парень на Иво? Он быстрый, да? Может быть, поснимать его машину, но с историей. То есть у него спросить, там, ну, где ты ее взял, кто ее готовил, показать гараж, в котором она готовилась. И ну, подписчик предложил нам систематизировать то, что мы вот выкладываем на YouTube. Что ты думаешь по этому поводу? Ну, можно попробовать. И вторая идея, смотри, я хочу на машину, я тебе уже говорил, повесить много камер, и вы приезжаете, говорите, всем говорить, что я снимаю, всем говорить, что, говорите, что, кроме номера я все буду затирать, ну, может быть, что-то еще хотят люди затереть. То есть говорите, мы все сделаем. Как ты думаешь, пойдут на это или нет? Я могу его спросить. Ну вот смотри, чего люди боятся? Если, снимали, кто-то снимался, и на Facebook поставил, все узнали, полицейские узнали, и полицейские 2 недели машины арестовали. 2 недели, да, они боятся вот это. То есть боятся, что полицейские, они арестовали увидят. всех подряд. Да. Что ты хочешь подписчикам? Хочешь что-нибудь сказать подписчикам? Несколько людей спрашивали меня, почему я очень на горе, я был unhappy, Да. не веселый, потому что у меня DC5 gearbox сломался. И дорого его сделать, и у меня пока еще денег нету его сделать, и у меня может быть, вот это несколько месяцев я не могу на DC5 ездить. И мне unhappy. Ты можешь ездить на сере? Нет. Очень классная машина. Если одна машина Она продается, самая лучшая. одна машина продается, я не буду ездить. Хорошо. Потому что я боюсь, что что-нибудь случится. Хорошо. Yeah, it happens Да. always. When you sell a car, it breaks. Короче, серу мы продаем. Продаем серу. Mark X продаем или не продаем? Не продаем.
Пока еще не продаем. Почему Марк Икс не продаем? И моего друг, он в мае лайсенс возьмет. Я его подожду. Короче, мы ждем друга, который в мае получит права, Да. и он эту машину купит. Да. Точно купит? Он хочет. А залог останет Она какой-нибудь? хочет. Она залог какой-нибудь денег даст каких-нибудь? Ну, я с ней знал ее там 10 лет. Я ее все верю. понятно, Да. все понятно. Окей. Ребят, я читаю ваши комментарии, я вижу, что вы хотите, чтобы я показывал больше покатушек. К сожалению, мой график не позволит мне снимать покатушки в ближайший месяц. Поэтому, сорян, но их не будет. Может быть, если у Олега будут какие-то видосы, они будут появляться в видео, но я в ближайший месяц буду в России и в Америке. А на этом все. Пока.